Покушение на Зеленского. Под прицелом офис президента на Банковой. Детали дела. Внезапное вечернее заявление Путина о войне. Что сказал и чего захотел. ЕС призывает наложить санкции на сына Валентины Матвиенко, который живет в стране НАТО в особняке за 10 миллионов евро. Какое послание отправили в Совет России? Точка найдена. Россияне заявляют, что нашли завод по производству новейших украинских ракет «Фламинго» благодаря фото в западной прессе. Какова реакция Украины? Депортация началась. Польша выдворяет украинцев, которые причастны и не причастны к скандалу с флагом ОУН-УПА на концерте в Варшаве. Поиск улик. Советник президента под прицелом. Как спецслужбы перерыли весь дом у того, кто решился критиковать власть. Что ищут? 1,5 десятка лет на больничном. В Германии громкое расследование из-за учительницы, которая просидела дома из-за болезни 15 лет и при этом получала круглые суммы. Какова дальнейшая судьба женщины? Первые кадры тайной операции в КНДР. Впервые показали сюжет об участии солдат Ким Чен Ына в войне на стороне России. Расскажем, что в репортаже. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду благодарен. Время начать. Польша начала депортацию украинцев, действия которых стали причиной масштабного скандала на концерте белорусского певца Макса Коржа в Варшаве. На национальном стадионе тогда были развернуты флаги ОУН-УПА. Однако, как пишет газета «Выборча», в числе тех, кого решились выдворить из страны, оказались и те, кто не причастен к инциденту с флагами. Одной из тех, кто уже находится на территории Украины, стала 18-летняя девушка. Ее задержали после того, как она на эмоциях перепрыгнула с трибуны на поле. Все шоу она провела не в фан-зоне, а в камере под стадионом. Затем 2 суток в изоляторе. Суд оштрафовал ее на 2000 злотых, а после даже без личных вещей выдворил из страны. 18 августа в 6 утра к ней домой прибыли сотрудницы пограничной службы. По словам девушки, ей не позволили забрать личные вещи и сообщили о немедленной депортации. Кроме того, Ангелина получила 5-летний запрет на въезд в государство Шенгенской зоны. После событий на национальном стадионе в Варшаве власти Польши пошли на радикальные меры. Премьер Туск лично заявил о депортации 63 человек. Из них 57 украинцев и 6 белорусов. В целом же во время концерта задержали 109 человек. Цель найдена. Российские осинт-аналитики заявляют, что Украина благодаря репортажам для западной прессы засветила место производства новейшей ракеты от компании Firepoint «Фламинго», которая способна преодолевать до 3000 километров. Российские Z-паблики считают, что эта ракета вышла с конвейера в Киевской области. К такому выводу пришли, сравнив фотографии цехов, которые сдавались в аренду под Киевом, с теми, где уже находится это дальнобойное оружие. Судя по опубликованным западными журналистами фото, цех сборки ракет «Фламинго» может располагаться на территории города Вишневое в Киевской области. Об этом говорит череда совпадающих факторов, вроде внешнего сходства складских помещений и факт его недавней сдачи в аренду. Украинский эксперт по радиотехнологиям Сергей Флэш Бескреснов опровергает заявления россиян. В Киеве уверяют, что журналистам Associated Press показали лишь то, что можно показать, и дали сфотографировать лишь то, что можно запечатлеть, не больше. В то же время другие представители ВСУ раскритиковали в целом появление информации о ракетах в западных медиа. Мол, слишком рано раскрыты все карты. И главное, мы опять, не успев даже достроить завод, уже всему миру рассказали и показали, как он будет выглядеть, куда будут лететь ракеты и так далее. Это очень странно в условиях современной войны, ведь противник все это тщательно отслеживает и реагирует, сразу ищет производство и способы борьбы с ним. Отмечу, что 18 августа украинское издание «Зеркало недели» публиковало эксклюзивные кадры пуска ракет «Фламинго». В статье тогда говорилось, что цеха компании, которая ответственна за выпуск дальнобойных ракет, которые Украина готова применять для ударов по объектам на территории России, находятся на западе страны. Компания, цехи которой расположены в защищенном месте в Карпатских лесах, еще несколько месяцев назад провела успешные испытания ракеты, после которых она пошла в серийное производство. Подготовка к встрече Путина и Зеленского превращается в тягомотину. Об этом пишет издание «Политика». Люди Трампа продолжают поддерживать контакты с Киевом и Москвой, в то время как сам американский президент решил немного отстраниться от процесса. При этом 47-й глава Белого дома, по данным «Политика», не склонен оказывать давление на Путина, так как убежден, что у него больше рычагов влияния не на Россию, а на Украину и ее европейских союзников. Трамп считает, что Украине придется принять
принять сделку в основном на условиях Москвы, чтобы закончить войну, говорится в материале. Он давно считает, что Россия имеет преимущество в войне и ее нужно подталкивать к мирным переговорам, сказал один из бывших чиновников администрации. Украина же сильно зависит от США в плане оружия и разведки. Поэтому у них больше точек давления, чтобы заставить их принять сделку. В России же накануне обратились к американцам. Лавров третий день подряд дает большие интервью, и на этот раз американской прессе он дал понять, никакой встречи между Путиным и Зеленским не запланировано, и заявляет, что Зеленский отверг все условия России. Кристен, мне очень жаль, что вы не слушаете. Никакой встречи не запланировано. Я не оспариваю это, но, кажется, вы не понимаете, что я говорю. Путин готов встретиться с Зеленским, когда повестка дня для саммита будет готова. А эта повестка вообще не готова. Президент Трамп предложил после встречи в Анкоридже несколько пунктов, которые мы разделяем, и по некоторым из них мы согласились проявить гибкость, когда Трамп поднял эти вопросы на встрече в Вашингтоне. Что действительно происходит между РФ и Украиной и какую роль играют американцы, теперь тайна за 7 печатями. Директор нацразведки США Тулси Габбард запретила делиться любой информацией, которая касается мирных переговоров, даже с ближайшими союзниками по альянсу «Пять глаз». В него входят США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Исключение составляют лишь те данные, которые уже обнародованы публично. Кроме того, доступ к материалам ограничили только тем ведомствам, которые их создавали. При этом документ не блокирует обмен дипломатическими данными, полученными другими путями, и не затрагивает военную информацию, например, ту, что США передают ВСУ для обороны. Тем временем Зеленский заявляет, что готов идти на условия Трампа и встречаться с Путиным. Свое обращение он адресовал Москве, говорит о дате и месте. Желательно было бы, чтобы сразу была трехсторонняя встреча, но если президент Трамп говорит, что формат, в котором мы можем продолжать диалог, это двусторонний трек, то мы готовы это поддержать, а затем можем перейти к трехстороннему треку. Давайте говорить о дате и месте. Это все, что у меня есть на данный момент. Параллельно с этим не утихают разговоры о гарантиях безопасности для Киева. В украинской столице с визитом побывал генсек НАТО Марк Рютте и заявил, что Украине не подойдет вариант Будапешта-2 или новых Минских соглашений. Как мы все знаем, Будапештский меморандум и Минские соглашения не обеспечили этих гарантий безопасности. Поэтому мы точно знаем, чего не должно быть. И сейчас мы работаем вместе, Украина, европейцы, Соединенные Штаты, чтобы гарантировать, что уровень гарантий безопасности будет таким, чтобы Владимир Путин, сидя в Москве, никогда больше не попытался напасть на Украину. А в Минске тем временем сделали ряд резких и громких заявлений. Лукашенко уверяет, надеялся, что между Украиной и Россией будет заключено как минимум воздушное перемирие. Ведь атаки разрушительны не только для Киева, но и для Москвы. Лукашенко упомянул удары ВСУ по российским аэродромам, заводам и НПЗ, заявив, что для России ничего хорошего в этом нет. Кроме того, он дал понять, Россия готовила покушение на Зеленского и собиралась ликвидировать его, ударив и обстреляв в том числе Банковую, улицу, где находится офис Зеленского. Лукашенко уверяет, инициатива исходила не от Путина. То есть для России это не надо, для Украины тем более. После того, как они орешником нанесли удар, украинцы поняли, беда. А могут же еще бабахнуть и по Банковски. Кстати, инсайдерская вам информация, такие у кого-то замыслы были в России, не буду называть. Путин сказал, ни в коем случае. Они были готовы нанести, если бы ахнули орешником по центрам принятия решения, там бы ничего не осталось. Но Путин, вот как это они нас называют, мы вдвоем эти. Агрессоры, но тем не менее, видите, как агрессор поступил? Первый раз, когда они вошли в Киев, он говорит, я не могу бить по детским садам и школам. И когда там уже консенсус почти был, что надо с Украиной решать и нанести удар по центрам принятия решения, Путин сказал, нет, этого делать не надо. В то же время Путин накануне вечером сделал несколько заявлений о войне. В том, что произошло 24 февраля 2022 года, он обвинил Запад и считает, что именно Запад начал войну. При этом выразил надежду на восстановление отношений с США. Нет недружественных стран. У нас есть недружественные элиты в некоторых странах. А с народами этих стран у нас, уверяю вас, там пропаганда, конечно, работает, мозги промывают и говорят о том, что мы начали войну.
И забывают о том, что они сами начали войну в 2014 году, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Вот тогда началась война. А мы делаем все для того, чтобы ее прекратить. Друзья, как всегда, интересна исключительно ваша точка зрения на все заявления и события, которые происходят вокруг нас и свидетелями которых мы с вами являемся. Традиционно прошу оставить на эту тему комментарий под этим видео. Хочу также сказать всем вам спасибо за обратную связь, за то, что многие со мной ежедневно. Это ценно. И если не тяжело, поставьте лайк, подпишитесь, а я тем временем продолжу. Бывший советник – злейший враг. В США продолжают обсуждать громкий обыск в доме человека, который некогда служил Трампу, а теперь не молчит и часто его критикует. Агенты ФБР с ордером пришли в дом бывшего советника по нацбезопасности и главного критика президента Джона Болтона. По данным американской прессы, дело связано с нацбезопасностью, в частности, возможного включения секретных сведений в книгу Болтона под названием «Комната, где это произошло», которая была опубликована в 2020 году. Еще тогда Трамп настаивал на запрете публикации, ссылаясь на нарушение соглашения о неразглашении. При этом глава ФБР Паттель накануне лишь подлил масло в огонь, написав в своих соцсетях, что никто не выше закона. Сам же Трамп сделал вид, что не знал ничего про обыски у своего бывшего советника, которого в итоге обозвал. Сегодня утром я увидел это по телевидению. Я никогда не был поклонником Джона Болтона. Он, откровенно говоря, неприятный человек. Когда я его пригласил, у него была своя роль. Ведь именно он был среди тех, кто подтолкнул Буша к нелепым бомбардировкам на Ближнем Востоке. Болтон всегда стремится к силовым решениям и при этом крайне неэффективен. Но для меня он оказался в каком-то смысле полезен. В обычной обстановке он почти ничего не говорит, ведет себя тихо. Исключение – телевидение. Там, если появляется возможность высказаться плохо обо мне, он ее обязательно использует. В остальном он молчалив. Напомню, Болтон давно враждует с Трампом. В 2019 году он ушел с громким скандалом, а затем выпустил книгу, где обвинил бывшего босса в слабости и провалах. Буквально на прошлой неделе после встречи Трампа и Путина на Аляске Болтон заявил, что Путин добился почти всего, чего хотел, а Трамп не получил ничего, кроме обещаний новых встреч. Эти высказывания привели Трампа в ярость. В Европарламенте требуют санкций против сына Валентины Матвиенко, который спрятал миллиарды семьи в Сан-Марино. Вице-президент Европарламента Пина Пичерно призвала ввести санкции против Сергея Матвиенко, сына спикера Софеда РФ, которую Пичерно прямо назвала военной преступницей. В ЕС считают, что заморозка активов – это только первый шаг. Сын Валентины Матвиенко живет на роскошной вилле в итальянском Пезаро на берегу Адриатики. Особняк за 10 миллионов евро был найден журналистами-расследователями. Их данные говорят о том, что незадолго до введения санкций против матери в 2022 году Сергей Матвиенко перевел ключевые активы семьи в Сан-Марино, в офшорный карман, где теперь осели капиталы Матвиенко. При этом сын спикера Софеда спокойно живет в Европе, в стране НАТО и управляет активами, хотя уже находится под санкциями США, Канады и Японии. ЕС не может отставать. Защита демократии означает нанесение удара по тем, кто поддерживает и извлекает выгоду из агрессии Путина против Украины. 15 лет на больничном за счет государства. В Германии разгорелся скандал. Учительница из Северного Рейна-Вестфалии более 1,5 десятка лет числилась на больничном и все это время получала полную зарплату – около 6 тысяч евро в месяц. Учительница впервые заявила о заболевании в 2009 году. По медицинским заключениям у нее были психические расстройства, из-за чего период нетрудоспособности регулярно продлевался. Когда власти наконец потребовали ее пройти обследование для определения долгосрочной работоспособности, а произошло это лишь в 2025 году, она отказалась. Учительница обжаловала это решение. Высший административный суд отклонил ее апелляцию, признав многолетнюю бездеятельность работодателя действительно необъяснимой, но подтвердил законность приказа о прохождении медицинского осмотра. Теперь проверка обязательна, а все расходы ложатся на саму учительницу. Суд отметил, что государство не может бесконечно содержать чиновника без службы. Президент профсоюза учителей Андреас Бардж назвал происходящее пощечиной коллегам и раскритиковал женщину за совершенно недопустимое поведение. По его словам, из-за ее отсутствия нагрузка все эти годы ложилась на других педагогов.
Государственное телевидение Северной Кореи впервые показало репортаж об участии военнослужащих КНДР в боевых действиях в Курской области России. Программа продолжительностью около 20 минут была посвящена памяти 101 солдата КНДР, погибшего на фронте. Это первые официально озвученные властями страны данные о потерях. В репортаже показаны кадры, на которых северокорейские военные уничтожают украинские танки, сбивают беспилотники и участвуют в штурмах укрепленных позиций. Кроме того, в сюжете говорится, что это была тайная миссия. Когда солдаты КНДР отправлялись на поле боя, не было ни прощаний с родителями, женами и детьми, ни торжественных церемоний. Далее также приведу цитату из сюжета КНДР. «Под градом вражеских снарядов, падающих как музыка, и пуль, летящих как рой, наши бойцы, проливая кровь и жертвуя жизнями, шаг за шагом прокладывали путь вперед. Именно на этом поле боя родился героический дух самопожертвования, невиданный ни в одной армии мира». Конец цитаты. Напомню, ни Москва, ни Пхеньян долгое время не раскрывали карты, не сообщали об участии северокорейцев в наступлении армии РФ в Курской области. Об этом твердила американская разведка и разведка Южной Кореи. И по данным Сеула, в боях погибло несколько сотен солдат КНДР. Кроме того, практически 3000 были ранены. Друзья, спасибо вам за просмотр. До встречи уже завтра. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите.